Сначала была пустота, потом головная боль. Так нас встречает игра с мелодичным названием Post Void. Краткое вступление необходимо, чтобы сделать глубокий вдох перед предстоящим адреналиновым погружением в безумный коридорный мир головокружительного насилия. Психоделическая, грубая визуальная эстетика, бешеная динамика, высокая сложность и первобытный азарт. Вот краткое описание Post Void. Главный герой держит в руках некий сосуд, который в то же время не что иное, как его голова. С каждой секундой сосуд опорожняется, приближая неминуемое. Ведь обязательно случится то, что было предопределено с самого начала – смерть. Голова в руке главного героя – своего рода традиционная последняя чашка саке перед смертью камикадзе. Но в Post Void всегда есть возможность добавить в чашу несколько капель и продлить агонию на несколько бренных мгновений. Этот единственный и верный способ – убийства. Без убийств главный герой скоропостижно умрет. Чужая гибель – источник быстро иссякающей жизненной энергии. Post Void – это поток. Поток ультранасилия, яркой визуальной информации и странной сюрреалистической эстетики. Post Void – это поток, который нельзя замедлить. Желание осмотреться и передохнуть будет непременно щедро вознаграждено – смертью. Любая непредвиденная остановка равно смерть. Post Void не прощает ошибок. Не научился уворачиваться от пуль, не понял, что единственное, чем можно проучить неблагонадежных соседей по коммуналке, это методичные хедшоты «Встречай смерть». Геймплей Post Void максимально отточен и отшлифован, выпарен и кристаллизован. Механика лишена какой бы то ни было шелухи и максимально приближена к олдскульному шутерному идеалу. Уклонение от пуль, выделение критически важных мгновений на отступление, на укрытие, скорость, интенсивность игры вынуждает либо превратиться в машину убийства, либо умереть. Через некоторое время, проведенное среди ядовитых обоев и беспробудной жестокости, невольно замечаешь, что рука машинально наводит прицел исключительно в область черепушки. «11 уровней, представляющих собой вереницы коридоров, непременно заканчивающихся родными березками, дающими возможность отдышаться, выбрать улучшение, чтобы вновь окунуться в попытки добраться до последней березовой рощи. Чем дальше, тем больше врагов, тем сложнее и запутаннее коридоры. Пара неловких вращений вокруг своей оси могут привести к потере ориентации в пространстве и, как следствие, к смерти. В качестве апгрейда есть возможность приобрести компас, но с опытом необходимость в нем теряется, появляется интуитивное понимание, куда нужно идти, вернее мчаться. В лишенных лоска нарочито безумно ярких интерьерах, являющихся рассадником зла и всякой мерзости, в суматохе нервных убийств, среди спрайтов крови и ошметков содержимого голов, на высочайшей скорости, но чертовски плавно может произойти великолепная метаморфоза, постепенное перекодирование амплуа главного героя. Рано или поздно экспрессия сменится хладнокровием и невозмутимостью. Поменяв отношение к внутреннему темпу Post Void, игрок, из висящей на волоске от смерти жертвы, выживающий скорее вопреки своим способностям, превращается в хищника, последовательно уничтожающего все на пути ради своей высшей цели – преодолеть череду коридоров и комнат и, наконец, найти покой. Игрок и главный герой Post Void будто бы заранее обречены на фиаско. Но в идее преодоления неизбежности и есть основная ценность игры. Безостановочный бег сквозь хаос, непрекращающаяся жестокость ради выживания, решимость, граничащая с безумием, десятки или даже сотни жестоких попыток оборвать и оставить позади шлейф неудач, чтобы рано или поздно добраться до места, где царят только тьма и тишина, где нет боли, где есть лишь пустота. Быстро текущая жуткая реальность рано или поздно сменится умиротворяющей вечностью. Агрессия навсегда смоется и сменится невинностью и чистотой. Каждый сам найдет для себя свою трактовку происходящего. Кто-то увидит в Post Void шизофренический бред, а кто-то иносказание максимально обыденной истории. Для меня Post Void – ярчайшее впечатление. Маленький шедевр, облаченный в трэшовый визуал.
Post Void – нечто минималистичное и совершенное, совмещающее буйство психоделического дизайна и удивительно захватывающий шутер. Строго рекомендую всем, для кого мир видеоигр не ограничивается Барби и 3 мушкетерами. Играйте только в среднее. Всего вам доброго.